Всем привет, с вами IG Daily, и сегодня у нас очень интересная тема нашего видео, а именно, почему же в Германии такая ужасная медицина и почему все здесь лечатся только лишь ибупрофеном. Да, совсем недавно к нам прилетел такой комментарий под прошлым видео, где Вот он, мы напишем его здесь. И мы действительно знаем, что очень многие из тех, кто недавно переехал в Германию, недовольны немецкой медициной, потому что при любом обращении к врачу им назначают ибупрофен и свежий воздух, либо чай, какое-то обильное питье. И некоторые готовы даже ездить к себе обратно на родину лечиться, и всем советуют. И также давайте разберем, чем отличается немецкий подход в медицине от наших восточноевропейских стран. Первое, что нужно понять. В Германии медицина основывается на доказательствах. То есть здесь правила действуют в первую очередь доказательной медицины. И поэтому врачи здесь не будут вам выписывать витамины, какие-то биодобавки, БАДы и тому прочее. Они выписывают лишь те лекарства, которые доказали свою эффективность. В отличие от наших стран. Например, когда человек поступает с ОРВИ, либо с гриппом, это вирусная инфекция. И против нее не существует лекарства. И все, что врачи могут сделать, это симптоматическое лечение. То есть, если слишком высокая температура, сбивать ее парацетамолом, либо ибупрофеном. А так, конечно же, это чаи, обильное питье, прогулки на свежем воздухе, например. В отличие от наших стран, когда, например, врачи тоже не знают, чем вылечить какой-нибудь ОРВИ, они выписывают такой целый список каких-нибудь. Это даже не лекарства, это часто все-таки витамины, БАДы. И они руководствуются прежде всего тем, что, оно же вряд ли навредит, да, но вдруг все-таки поможет. А карман пополнить надо. И наши люди привыкли, к сожалению, к тому, что если они видят большой список лекарств, они считают, что, значит, если много лекарств, значит, определенно это мне поможет. Они не привыкли к той точке зрения, что наш организм со многими болезнями может справиться сам, особенно когда это вирусные инфекции. Когда же в анализах есть какие-то показания на бактериальную инфекцию, в таком случае в Германии, конечно же, выпишут антибиотик. Но здесь не так, когда у нас многие даже не ходят к врачу, не сдают никакие анализы, если они себя плохо чувствуют, сами идут, покупают себе антибиотик, пьют его неправильно, не так, как положено, целым курсом, пропьют 3 дня, им полегчало, они его бросают. И вот это самолечение, наверное, это очень такая ужасная вещь. А в Германии достаточно серьезно относятся к антибиотикорезистентности. Это достаточно большая проблема в нашем мире. А у нас употребление или принятие антибиотиков, к сожалению, не регулируется абсолютно никак. О чем же нам говорит статистика? А статистика, как мы знаем, неумолима. Немножко фактов. Сейчас мужчины должны меня услышать и задуматься, что продолжительность жизни в восточноевропейских странах, будь то Россия или Украина, 65-66 лет. Я повторюсь, 65-66 лет продолжительность жизни у мужчин. В Германии же 76 лет. То есть здесь мы видим разницу 11-10 лет разницы в продолжительности жизни. Также, если мы посмотрим на женщин, женщинам повезло больше, чем мужчинам. Продолжительность жизни в восточноевропейских странах в районе 74 лет, а в Германии 84 и 86 лет. То есть здесь мы тоже видим почти 10-летнюю разницу. Также бюджет. Бюджет медицины в Германии, сколько выделяет государство на медицину, составляет 420 миллиардов евро. То есть, если мы берем бюджет Украины, который составляет в районе 50 миллиардов, и здесь 420 миллиардов, это разница почти в 8 раз. И это только разница в том, сколько выделяется на медицину. Соответственно, качество вы можете сами понимать, какое. Если у вас больше финансирования, больше денег, разница будет колоссальная. И да, мы берем нашу информацию от наших друзей-медиков, которые у нас есть как в восточноевропейских странах, так и в Германии. И мы можем сказать с точной уверенностью, в чем же разница. Да, действительно, чтобы подготовиться к этому видео, мы поговорили с нашими друзьями,
Они здесь работают врачами уже долгое время. К сожалению, они не говорят на русском либо украинском языке, чтобы мы могли непосредственно здесь снять с ними интервью. Но они очень хорошо знакомы с подходом в медицине в восточноевропейских странах. И вот они мне рассказали буквально недавно такую ситуацию. К ним на прием пришла женщина из Украины, которая недавно приехала вместе со своей дочкой. Женщина уже в пожилом возрасте жаловалась на высокое давление, как это вполне часто бывает, к сожалению. Она ей выписала препарат от высокого давления, и эта женщина говорит ей: а выпишите мне, пожалуйста, сразу еще и для печени. Она говорит: зачем вам для печени? У вас все показания по печени в норме, и дочка тоже говорит, что у вас не было никогда никаких проблем с печенью. На что-то отвечает, что ну вот мне врачи в Украине всегда выписывали дополнительно препарат для поддержания печени, потому что вот это лекарство, которое выписываете вы, негативно влияет на печень. Врач отвечает, что нет, это неправда. Это лекарство не влияет никак абсолютно на печень, поэтому за это вы можете не беспокоиться. К тому же у вас нет никаких к этому показаний. На что, конечно, женщина отреагировала очень скептически и недоверчиво к врачу. Ну и, соответственно, ушла. Через несколько недель ее снова назначили прием, чтобы проверить снова ее показатели такие. И что оказалось? Что эта женщина, конечно же, сама себе уменьшила дозу этого лекарства, потому что все же боялась, что оно повлияет ей на печень, хотя врач сказал, что об этом ей можно не беспокоиться. Что мы видим в этой ситуации? Люди не доверяют здесь врачам. Они считают, что они разбираются лучше, что они привыкли 50 лет у себя пить кучу лекарств, которые им выписывает врач, нужно это, не нужно. И, как говорят врачи здесь, сейчас это достаточно большая проблема, и это будет очень сложный процесс, чтобы все вот эти люди, которые приехали из Восточной Европы, они перестроили немного свое мышление. И вот в немецком слове есть такое отличное слово «entwöhnen». В русский это можно перевести как «убрать эту привычку лечиться большим количеством лекарств». К сожалению или к счастью, человеку не нужно большое количество лекарств, и большой список вовсе не означает большие шансы на ваше выздоровление. Это нужно иметь в виду, и об этом нужно задумываться больше, да, то есть больше рассчитывать не на количество лекарств, которые вы принимаете, как у нас многие в день просто пачками пьют лекарства, которые им даже врач, может, не назначил. Здесь все-таки больше делается уклон на повышение своего иммунитета. Также я хочу добавить по поводу случая, который уже Ира рассказала, который был с моей мамой, которая была здесь. Также она хотела тоже опять там таблетки, потому что вот эти таблетки помогают от спины. Если спина проходит, начинает болеть ухо, пятка и так далее и тому подобное. Здесь она приехала, говорит: дайте мне эти таблетки. И говорят: нет, такие таблетки мы вам не дадим. Она говорит: почему? Я уже 140 лет пью эти таблетки, вот мне они нужны. Нет, давайте обследоваться. Они ее обследовали, там конкретно все просмотрели, все анализы. И конкретно ей сказали, что ей нужно сделать там 2-3 операции по каждому участку ее тела, скажем так, чтобы все эти боли прошли. Потому что если вы принимаете эти таблетки, они, во-первых, одни таблетки влияют на другие органы, от которых вам тоже надо пить таблетки, и это, соответственно, получается такой круговорот бесконечности. Ей конкретно сказали: нет, так дело не будет, делайте здесь операцию, здесь, проходите курс реабилитации, и у вас будет все отлично, вы еще проживете. Как вы думаете, что она сказала? А нет, я поеду домой, и мне там назначат мои таблетки. И вы не поверите, она так и сделала. Это коротко о том, какое понятие у человека там и здесь. То есть это пропасть между нами. Следующий этап, что у нас там? Следующий очень важный пункт. Наверняка, когда вы были в восточноевропейских странах, вы включаете телевизор, и что же вы там видите? Каждая вторая реклама – это реклама каких-то медикаментов. Неважно от чего, это может быть желудок, голова, простата, что угодно просто. Это просто гигантский
фармацевтический рынок, который зарабатывает на людях. И в большинстве своем они действительно не идут к врачу, они вспомнят, что они видели какую-нибудь рекламу и начинают заниматься каким-то самолечением. Ми з ним, шлунку добре з ним. Вот это, наверное, просто какой-то катастрофический пример. Все знают про мезим или прочие препараты, которые улучшают пищеварение. И вот в чем парадокс? Я раньше об этом почему-то не задумывалась. Когда семья вместе с гостями собирается за какой-нибудь праздничный ужин, что они первое пьют? Они пьют мезим, они пьют лекарства. То есть они еще не сели за стол, они уже знают, что они переедят, что они будут есть тяжелую еду, что они будут пить алкоголь, что им потом будет плохо. И они не собираются меньше есть, либо меньше пить, либо приготовить какую-то более легкую еду. Нежирную еду, да. Более легкую еду. Нет, они не хотят. Они хотят выпить волшебную таблетку, которая, она не лечит, да, она просто снимает какие-то симптомы. То есть ты все равно делаешь плохо своему организму, принимая кучу еды тяжелой, сверху алкоголь еще, и сверху еще добавляешь это какими-то медицинскими препаратами. И это просто не укладывается в голове, почему у нас так делают. Мы ни в коем случае не имеем ничего против этой фирмы, чтобы они на нас в суд не подали, но это относится всем таблеткам этого вида, как бы. Да, и поэтому наша цель донести, что здесь абсолютно другой подход к медицине, что здесь больше пропагандируют повышение своего иммунитета, прогулки, здоровое питание, в первую очередь, физические нагрузки, сон какой-то, но не залечивать все вот эти какие-то свои пробелы в здоровье просто лекарствами. Даже от себя хочу еще раз добавить, что я когда приехал в Германию, вообще у себя в Крыму, я всегда ездил на машине. Там, соответственно, велосипед, эта тема вообще там не развита абсолютно, там единицы просто ездят на этом. Я, соответственно, выходил из дома, прям под окном стояла машина, я садился в машину и ехал куда мне надо. Я, конечно, был, в принципе, я ходил там в спортзал, туда-сюда, я играл в футбол с ребятами, мы собирались там. Но когда я приехал в Германию, вы не поверите, я доходил от нашего дома до парка, это в районе там 600 метров. И я уже уставал. Просто я не мог долго ходить. Это в 23 года Это было. в 24 или 3 года, 24. да. И получается, что да, вы занимаетесь спортом, но по сути вы не прокачиваете свою выносливость. Сегодня я прохожу 18 километров по горам, и в принципе это еще не мой предел. Если мы куда-то едем, то по прямой пройти там 15-18 километров, мы даже особо не устаем. Наша дочка, она тоже с детства приученная много ходить, много ездить. Она тоже от этого абсолютно не устает. Мы последний поход с ней вместе ходили. Мы прошли вместе по горам 15 километров, ребенку 8 лет. Она даже не пикнула, что у нее там что-то болит, какая-то нога. Да, мы, конечно же, устали, потому что вы тратите я потратил больше 2000 калорий. Но вот такой факт, что я там ездил на машине, вроде все классно, вроде я спортивного телосложения, а по факту, когда вы сталкиваетесь, просто идти, и никуда, ни в гору, ни вниз, ни вверх, по прямой, я не мог, мне начинали болеть ноги. Вот настолько это атрофировалось уже, и это, к сожалению, часто так, когда вы живете в большом городе, в мегаполисе, где вы ездите в метро, автобус, машина, это факт. Следующая тема, это у нас детское здоровье. Все, конечно, очень жалуются на детские сады, школы, говорят, что тут ужасная антисанитария в детских садах, в китах и так далее. Но на самом деле это неправда. Здесь это строго регулируется, то есть проводится каждый день влажная уборка помещений. Мы когда были последний раз в садике, после того, как уходят дети, уже начинает уборщица убирать это все. Она наливает специальный дезинфектор в воду и то есть еще моет вместе с ним после того, как они пропылесосили. Вытирается все, проводится влажная уборка в детских садах, и, конечно, в этом плане нет никакой дизентерии. Другой вопрос, что дети очень часто болеют, даже очень много мемов по этому поводу, что где мы увидимся? В поликлинике. Доброе утро, добрый обед, добрый вечер. Я в поликлинике. Да, это так. Дети в детских садах болеют очень часто. Очень прям бесконечно часто. Но на это есть своя причина.
И причина состоит в том, чтобы набраться иммунитета. Наша дочка не стала исключением и не была исключением, она болела очень часто в детском саду, но как только началась школа, у нас эта тема вообще пропала. Но стоит заметить, что я также с ней съездил, мы были в месяц в санатории на Балтийском море, и там, конечно, это тоже очень сильно помогло. После этого она, в принципе, по-моему, и не болела больше. По поводу санаториев можете посмотреть наше другое видео, где мы это рассказываем, и как в них в Германии зарегистрироваться. Это возможно даже если у вас нету постоянной работы, но есть у вас страховка. Это все можно сделать и решить. Также медицина в Германии по поводу детей невероятно сильно развита. Во-первых, здесь лечится онкология детская, и на это выделяются огромные суммы. То есть здесь вы не увидите никаких сообщений типа «Вот, ищем для какого-нибудь там Назарчика 50 тысяч евро для операции в Германии или 10 тысяч для операции по пересадке костного мозга в Израиле или еще что-нибудь». Конечно, это все оплачивается государством. И есть целая сфера, целые клиники, где дети проходят такую реабилитацию. То есть есть специальные даже камеры, когда они проходят курс химиотерапии. Должно быть полностью изолированное помещение, чтобы никакие бактерии, вирусы и так далее туда не попадали. Такое все это есть в Германии, и оно работает. По поводу детей и как их лечить, здесь тоже у нас был случай с нашими друзьями. Там ребенок попал с пневмонией в больницу, очень сложный случай был. Но ребенка вылечили, то есть они не сдались, там они консультировались, мы уже в прошлом видео рассказывали, с клиникой Шарите, которая является одной из лучших в мире. Находится в Берлине она. И ребенка вылечили, да, был сложный случай, но, как я уже говорил, самые лучшие препараты использовались. Ребенок лежал там и на вентиляции легких и так далее. Совсем справились. Ребенок сейчас жив, здоров, развивается. Поэтому в этом плане все-таки все очень хорошо. Да, здесь я бы хотела добавить, что все эти болезни в садике, в яслях – это нормальный, естественный процесс развития иммунитета у детей. Вы не можете пройти, проскочить через этап. Да? Многие жалуются, что как не придут в садик, ребенок начинает болеть, что другие родители водят своих больных детей, что на входе сразу висят объявления, какие сейчас болезни в садике. Конечно, когда ребенок до этого провел все время дома, и у него был минимальный контакт с какими-то другими бактериями, возможно. Когда он поступает в садик, где это все в таком, все-таки много детей из разных семей, он сразу же соприкасается с новыми разными инфекциями. И только через болезни его иммунитет может становиться сильнее. Это все равно, что как растут ваши мышцы, да? Когда вы ходите, например, в спортзал, чтобы ваши мышцы росли, вам надо постоянно на него давать какое-то, на них напряжение, нагрузку. Когда кто-то за вас будет поднимать штангу, но ваши бицепсы никак вообще не вырастут от этого. Точно так же, когда у ребенка появляется какая-то болезнь, не нужно сразу начинать с первого дня пытаться вылечить и давать кучу каких-то лекарств. Дайте время, пожалуйста, его организму справиться с этой болезнью. Организм ребенка очень сильный. Вы, может, не поверите в это. Я сначала удивилась, когда со мной разговаривала Хибама, и она говорила, конечно, организм ребенка намного сильнее, чем у взрослого, хотя многие думают совсем наоборот. Потому что ребенок никогда не курил, ребенок никогда не пил алкоголь, у него не было никогда тяжелых физических нагрузок, он не дышал десятки лет какими-то выхлопными газами, у него все органы здоровы. И поэтому здесь рекомендую даже температуру у ребенка начинать сбивать только от 38,5. До этого организм справляется сам, он борется сам. И когда организм знакомится с этими всеми инфекциями, он вырабатывает иммунитет, и, соответственно, дальше все эти болезни будут протекать у ребенка намного легче. Либо он совсем не будет болеть, когда он уже пойдет в школу, либо в более взрослом возрасте. А когда вы начинаете лечить его сразу с первых дней, ограничиваете от всех инфекций до школы, например, пытаетесь удержать его дома и не выводить на свежий воздух, но на самом деле это медвежья услуга, потому что потом будет только хуже.
иммунитет будет достаточно слабый в данном случае у ребенка. Переходим мы к следующему пункту, а именно, почему нельзя пойти и сдать анализы на витамины, На все витамины. на как у все нас. витамины, которых вам не хватает, на все гормоны, которых вам не хватает, там, или еще что-нибудь. Почему? Очень часто, я бы даже сказала, это, наверное, мода последних лет, что вот у нас люди хотят пойти и как профилактику сдать раз в год анализ на все витамины в своем организме, чтобы посмотреть, где есть, возможно, какой-то дефицит. Но в Германии это так просто не работает. Вы не можете пойти к врачу и сказать: я хочу себе развернутый анализ на все витамины. Нет. Если у вас для этого нет никаких показаний, если вы себя хорошо чувствуете, если у вас сбалансированное питание, если вы, например, не вегетарианец, если вы не беременны, если у вас возраст не пожилой и вы себя хорошо чувствуете, у вас нет показаний на полный анализ всех ваших витаминов. Если вы все-таки себя плохо чувствуете, в первую очередь врач назначит общий анализ крови. Если он увидит там какие-то отклонения, он будет точечно назначать дальнейшие анализы, но никогда он не будет назначать сразу анализ на все ваши витамины. На это тоже есть две причины. Во-первых, первое – это необоснованные анализы, да, то есть когда у вас нет для этого причины, это с экономической точки зрения нецелесообразно регулярно их делать, и к тому же это не оправдано также научно, что какой-то небольшой дефицит витаминов очень сильно повлияет на ваше, допустим, здоровье. И второе, как я уже сказала про дефицит, если он находится также, допустим, в нижней границе где-нибудь, или показатель чуть-чуть занижен, часто это вызывает какую-то тревожность у людей, даже постоянную тревожность, и они начинают просто пить эти витамины. То есть они не задумываются о том, чтобы сбалансировать свое питание, чтобы разнообразить его как-то, чтобы, может, заняться больше физической активностью, больше ходить на свежем воздухе, гулять, либо все-таки проконтролировать свой сон. Нет, они хотят оставить все как было, они хотят волшебную таблетку, которая им от всего поможет, которая сразу увеличит их уровень, неважно, какого-то витамина, но свой рацион они менять не будут. Они будут также пить алкоголь, например, будут питаться на ходу. И вот этот подход нужно менять. Это неправильный подход. Я уже много раз за это видео сказала. И очень часто, когда люди начинают пить витамины, особенно в последнее время это стало популярно, какой-нибудь биохакинг, некоторые начинают свое утро с 5 каких-то витаминов в день. Иногда это может доходить до 30 штук. Но задумайтесь, что это действительно ненормально. Да, хочу добавить, если у вас цинга, то пейте витамин С, это в любом случае помогает. Но на самом деле это правда про БАДы. Сейчас даже вышло последнее исследование американское в том, что БАДы способствуют очень сильным повреждениям, например, там, почек и печени. Если хотите, можете погуглить. Также у нас, мы не хотим сказать, что это невозможно в Германии. Все считают, что это невозможно, если нельзя сделать этот анализ. Конечно же, все можно сделать, как и в восточноевропейских странах. Вы приходите и говорите, что вы приват-пациент и платите за это деньги. И вам сделают все, что хотите. У нас здесь в Констанце даже есть клиника, которая занимается полным обследованием. Чекап вы можете сделать. И даже проверить свое сердце. Вы будете здесь находиться, например, там, 5 дней или неделю. Если вы хотите это сделать, это, конечно же, можно сделать. Стоит это солидную сумму, как и в других клиниках Германии. Но люди, у которых есть деньги, то для них это никакой проблемы не составляет. А другие люди, которые без денег и хотят такие просто понты покидать и за 50 евро сделать свои анализы, ну, такого, конечно, здесь, наверное, нет. Еще я бы хотела добавить, что даже во время беременности здесь врачи не назначают витамины. Они спрашивают: у вас сбалансированное питание, как вы себя чувствуете? Никакие дополнительные витамины беременными здесь не назначаются. Ну, кроме фолиевой кислоты, которая, в принципе, всем всегда назначается. И если по результатам анализов упал уровень железа, железо тоже дополнительно прописывают. В остальном нет.
И еще витамины, например, еще один пункт, мне кажется, очень важный. Те же витамины, да, хорошие витамины в Германии стоят, 70-80 евро за упаковку. Врач никогда не будет вам прописывать витамины за такую гигантскую сумму, если нет в этом необходимости. И они не доказали свою эффективность против каких-либо болезней. Это очень важно. Потому что врач также несет ответственность не просто за пациента, он не знает, какие у него финансовые возможности. 80 евро за витамины – это не маленькая сумма. У нас же врачи выписывают вот такой список, как мы уже сказали, где в основном какие-то витамины, и потом этот человек или пенсионер со своей небольшой пенсией идет в аптеку, он смотрит на эти цены и сам в аптеке выбирает, дайте мне хотя бы вот один и второй, например, который подешевле стоит. Поэтому здесь, я считаю, врачи имеют очень правильный подход, они не назначают никогда лишнего, то, что не доказало свою эффективность в борьбе против каких-то болезней. И они в том числе заботятся о вашем кошельке, потому что витамины страховка не перенимает. Какие выводы можно сделать с этой ситуации? Не знаю, как меня, а вот Иру бомбануло конкретно с этого комментария. Особенно со слов «лучше ездить под бомбы, чем лечиться в Германии». Это, конечно, полный бред, идиотизм, абсолютной воды. Как я уже говорил, разницу... Я могу сравнивать вещи, например, можете сравнить iPhone 15 с 16, но сравнивать медицину 20 века с 21, конечно, наверное, сложно. Особенно, когда в вашей стране все оборудование, скорее всего, привезено с Западной Европы. И с Германии. А именно с Германии. И все препараты и так далее и тому подобное. И все, если вы посмотрите, который, например, аппарат УЗИ будет у вас от Siemens, еще какой-нибудь будет аппарат от Bosch, который будет МРТ делать тоже какой-нибудь, будет либо американский, либо европейский, либо южнокорейский. Но это, конечно, заявление очень сильное, поэтому мы решили записать видео на это все. Такие комментарии даже меня лично они не раздражают, они мне просто вызывают улыбку и истерическую улыбку. Поэтому что важно понять? В Германии подход к медицине научно обоснованный. Это доказательная медицина, а не просто выписывание каких-либо БАДов. И если вы переехали в Германию и недовольны, возможно, ее медициной, у меня для вас плохие новости. Она не изменится под вас. Это вам нужно будет меняться под немецкий подход лечения. И вам нужно принять тот факт, что большое количество выписанных лекарств не гарантирует вам быстрейшее выздоровление. Как говорили, без лекарств вы будете лечиться неделю, а с лекарствами 7 дней. Вот это подход приблизительно наших восточноевропейских стран. Если вы чем-то недовольны по поводу медицины, есть ваши какие-то интересные случаи, пишите в комментариях, будем обсуждать. Будем обсуждать, устроим хейт в комментариях, чтобы весь YouTube знал обсуждение немецкой медицины. Но в любом случае, спасибо за просмотр и всем пока. Пока.